Манипулятор исчез и появился через год. Почему? Предполагаю, что данное видео станет раскаленным железом по истерзанной душе. Ну, на то и друзья, чтобы сказать правду. И уж извините, но придется принять пилюлю исцеления. Ты страдала год, полгода, 3 месяца после его исчезновения. Срок не важно, страдала. Скорее всего, что думала много, усердно вспоминала, анализировала каждый момент. И обязательно придумала себе, в чем ты виновата и что сделала не так. Потом себя в этом убедила, предполагая, что даже попыталась исправить ситуацию, но ответом все равно осталось молчание. Но он ведь так и не поставил точку. Почему он не ставит точку в отношениях? Самый частый вопрос, звучащий из уст жертв. Ответ. Ему это выгодно и удобно. Точка – это определение, многоточие – неопределенность, а значит надежда. По крайней мере, в глазах жертвы. Выгодно, потому что всегда можно оправдать свое отсутствие работы или очередной истории, что его похитили инопланетяне. Но чаще он не оправдывается, а просто появляется и, как ни в чем не бывало, продолжает общение. Меня всегда поражала эта безмерная, вселенских масштабов наглость. Через год прислать сообщение: «Песенка про нас, послушай». Но потом я поняла, в чем причина такого поведения. Он убежден в своей неповторимости. Он знает, что оправдываются те, кто виноват, поэтому отсутствие оправданий – форма поведения, которая сама по себе несет программу его невиновности. Теперь умножаем эти две причины на твое состояние и получаем результат. Вместо того, чтобы послать его далеко и подальше, ты входишь в контакт. И обрати внимание на то, какую форму манипуляции он выбрал. Это может быть песенка или место, где вы вместе бывали. Что-то, что сигнализирует тебе о том, что он помнил о тебе все это время. Далее ты придумываешь ему оправдание. Максимум, что тебе удастся от него добиться, это история о том, что он страдал и пытался тебя забыть. Но никак. Потом все начнется сначала, и потом он исчезнет. Еще есть второй способ в современном мире, где господствуют социальные сети. Он выставляет на своей странице фото со страдальческим лицом и подписью «Любовь, яд». Или еще какое-нибудь разглагольствование в виде песенки, стишка на тему потери любви и понимания этого. В этот момент жертва сама выходит на контакт. Так поступают профессионалы. Я тихо умиляюсь, когда представляю себе реакцию публики на такое сообщение. Между прочим, удобный ход для проверки количества страждущих за вниманием. Почему он это делает? Ответ опять же банален. Я говорила о том, что манипулятора интересует в жертве 3 основных ресурса – секс, эмоции, влияние или материальный интерес. Поэтому все просто. Если он появился, значит на сегодняшний день есть нехватка одного из перечисленного – секс. Возможно, в настоящий отрезок проживания жизни нет времени или желания заводить новую жертву для секса. Или ничего интересного не попадается на глаза. Да и зачем, когда в списке их сотни? А получить его от той, кто уже однажды его дала, в 3 раза легче. Есть такая поговорка: у женщин бывших не бывает. И, к сожалению, в этом что-то есть. Наша психика намного легче впускает в постель бывшего, чем незнакомого. На самом же деле его появление происходит примерно так. Сидит себе манипулятор дома, пришла мысль, нужен секс, выставил пост о страдании или полистал список контактов. О, а это ничего было. А в это время ты думаешь: у него есть чувство ко мне, он обо мне помнит. Эмоции. Это на самом деле один из самых сложных пунктов этого видео. Извини за честность. Правда заключается в том, что, как правило, у кукловода есть 3 жертвы. Первая – это та, что в активной разработке. Он ей поет песенки и танцует на парапете. Вторая, которой он активно пользуется, в зависимости от того, в чем он нуждается в настоящий момент. С этой категорией кукловод находится на пике своей эмоциональной шкалы. Он удовлетворяется от игры, в которой он мастерски дергает за ниточки, и когда получает результат, куколка надоедает. Или наоборот заинтересовывает, пока он ищет способ привязать ниточку к новому месту. Но все равно куколка надоест, если не способна дать ничего, кроме эмоций. Но он может и не вспомнить через год, если игра доставляла удовольствие. И еще есть 3-я категория, я ее называю распятая на кресте. Это та, которая приходит за поддержкой, вечно ждущая и всепонимающая, которая ему как личность неинтересна, но когда наступает черная полоса, депрессия, он идет к ней. Почему? Потому что она от него ничего не требует и всегда приголубит и поймет, расскажет, какой он хороший и как она его любит. Каждый раз она думает, что он наконец все понял, а на самом деле он приходит удовлетворить свое больное эго и поднять свою самооценку.
Мол, Машка такая крутая, все меня ждет. А распятая ждет его годами, потому что убедила себя в том, что он любовь всей ее жизни. Вот такая боль. Поддержка. Эта категория женщин чаще всего встречается среди тех, кто проживает радостное событие. Он позвонит через год. Это влиятельная, успешная, которым он активно пользовался и исчез, когда ресурс перестал быть нужным. Он может использовать любое из перечисленных пунктов, а возможно и все одновременно. Интеллект, влияние, знания, контакты, связи, опыт, публичность, а иногда деньги. Поэтому, если ты такая, и он появился, значит, что-то нужно. И как только он получит это, он опять исчезнет. В завершении скажу, что профессионала совершенно не интересует, что происходит в твоей личной жизни в настоящем периоде. Он уверен, что сможет разорвать любые отношения. Потому что профессиональный способ нажатия на кнопки всегда сильнее. Если твоим ответом на его СМС станет «я вышла замуж», наоборот, игра может стать для него еще интереснее. Поэтому иногда они появляются, потому что им на глаза попалось фото в социальной сети, на котором ты слишком счастлива. Поэтому ему непременно нужно это исправить, чтобы удовлетворить свою шизу. Далее он предстанет перед тобой в измененном образе. Следующим шагом станет разговор о твоем безмерном счастье с другим, чтобы понять, насколько тебя удовлетворяют новые отношения. История о том, какие же у вас были чувственные вечера. Далее он скажет «жаль, что еще не придумали машину времени» и посмотрит тебе в глаза взглядом полным боли и страдания. Потом припомнит несколько интимных деталей, и это убедит тебя в том, что он помнит каждый момент ваших встреч. Дальше ты все сделаешь сама, а он опять исчезнет. Почему ты отвечаешь? Наивность и преступное убеждение, что точка не поставлена. Ответ на этот вопрос. Но мы же расстались без конфликта, почему я не могу ему ответить? Промелькнет мысль. Ты отвечаешь. Более всего, что меня всегда возмущает желание жертвы выйти на контакт, вместо того, чтобы полностью проигнорировать, это отсутствие понимания элементарных вещей, которые идеально сформулированы в простом вопросе. Почему, если он так страдал, он не поздравил с днем рождения или с Новым годом? Не могу понять, как можно не видеть очевидного. Если с тобой не общаются год и даже не поздравили с праздником, то эта точка намного более весомее, чем ссора. Это полное безразличие и отсутствие уважения. Не стоит думать, что что-то изменилось, потому что его действия в виде отсутствия в твоей жизни в течение года намного весомее, чем СМС про песенку. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Благодарю за ваше желание понять и защитить себя.